Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале Готовить просто. Если вы купили сало, оно имеет жесткое мясо и очень твердую шкурку, этот рецепт вас точно выручит. Сало по этому рецепту получается очень мягким и нежным. Его можно кушать даже без хлеба. Для приготовления я взяла один небольшой кусок сала с прослойкой мяса, кусочек около 1 килограмма, большую головку чеснока. Мясо я мариновала в двух видах приправы. Одна обычная покупная из магазина к мясу, еще добавила чеснок измельченный. Для второго вида я взяла соль, чайная ложка с горкой, сухой чеснок, его можно заменить на свежий, кориандр, чайная ложка и пол чайной ложки молотого перца. Первым делом я подготовлю приправу. Зерна кориандра высыпаем на сухую раскаленную сковороду и обжариваем, помешивая около 1 минуты, можно меньше. Так аромат зерен будет более ярким и насыщенным. Высыпаю в ступу и измельчаю. Теперь сюда же добавляем сухой чеснок, соль, перец и тщательно перемешиваем. Приправа готова. Теперь займемся салом. Хорошенько его промываем под проточной водой и разделяем на две части. Так сало лучше запечется и будет удобнее его нарезать уже в готовом виде. Вот такие у меня кусочки. Мясистые и очень аппетитные. Чеснок чистим. У меня зубчики довольно крупные, я их разрезаю пополам, а некоторые даже на 4 части. 3 зубчика я возьму для маринада, а остальным чесноком буду шпиговать сало. В мясе с помощью небольшого ножа делаем проколы. И в эти дырочки отправляем кусочки чеснока. Чем больше чеснока, тем ароматнее получится блюдо. Берем лист пергамента, расстилаем его, выкладываем первый кусочек. Тщательно посыпаем со всех сторон приправой. И не забываем про края. Готово. Теперь заворачиваем в пергамент. Чтобы сало готовилось в собственном соку, нам понадобится еще фольга. Запечатываем хорошенько сало со всех сторон. Первый кусочек готов. Займемся вторым. Также делаем проколы ножом и шпигуем салом. Второй кусочек выкладываем на пергаментную бумагу и щедро смазываем чеснок. Сало очень любит чеснок, поэтому не жалеем. Можно даже больше, чем указано в рецепте. Приправа к мясу у меня идет уже с солью, поэтому я соль не добавляла. Вы обязательно попробуйте, если нужно, посолите. Сало можно оставить в таком виде мариноваться и отправлять в духовку в любое удобное вам время, а можно отправить сразу. Выпекаем при температуре 170 градусов 2 часа. По истечении времени достаем сало из духовки, даем ему чуть остыть и распечатываем. Сало очень ароматное и хочется уже скушать его прямо сейчас. Но скажу, что в холодном виде оно намного вкуснее. И чем дольше такое сало сохраняется, тем ароматнее и прянее его вкус.
поэтому терпение, нам нужно его еще охладить. Сало у меня еле теплое. Я беру по одному кусочку и заворачиваю в пищевую пленку плотно в 4-5 шаров. А теперь для красоты я заматываю бечевкой. Вот таким вот простым способом. Если у вас нету бечевки, можно так не делать. Мне просто нравится именно такая подача этого блюда. Со вторым кусочком поступаем точно так же. И отправляем в холодильник. Я отправила на ночь, хотя будет достаточно и 2 часов. Такое блюдо очень удобное в приготовлении, если вы ждете гостей. Можно приготовить заранее, а перед приходом уже нарезать на порционные кусочки. Давайте раскроем и посмотрим, что у нас вышло. Блюдо получилось настолько ароматным, аппетитным, что мне даже вот сейчас озвучивать его тяжело. Вот так выглядит сало уже без пищевой пленки. Нарезаем его небольшими ломтиками и выкладываем на тарелку. Блюдо получается очень ароматным, нежным. Как я уже говорила, его можно кушать даже без хлеба. Мясо получилось мягким, шкурка упругая, податливая. Именно такой идеальный вариант сала. Если вы купили сало, оно имеет жесткое мясо и очень твердую шкурку, этот рецепт вас точно выручит. Нарезаем на порционные кусочки. Сказать, что какой-то из вариантов лучше, я не могу, потому что мне оба варианта понравились. И небольшой лайфхак. Чем дольше сало было в холодильнике, тем оно вкуснее. Хранить лучше в холодильнике 1 неделю, но я бы посоветовала все-таки снять пищевую пленку и положить сало в сухой лоточек и хранить таким образом. Мягкое, нежное, ароматное и очень аппетитное. Если вы любитель сала, настойчиво рекомендую приготовить это блюдо. Свои отзывы оставляйте в описании под видео. Если вы не подписаны еще на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.